Друзья, всем привет! Паша на связи. За окном у нас Киев, Украина. На градуснике около 26 градусов тепла, 26, вы представьте только. И на календаре 11 апреля. Сегодня мы с вами пройдем по одному из спальных районов. Небольшая прогулочка. Посмотрим, как обстоят дела, как живут люди, что они делают в этот будний день. Погнали! Итак, друзья, я сейчас нахожусь недалеко от Института химии, рядышком Дарницкая площадь, рядышком Мега-Сити. Бываю тут редко, но когда бываю, стараюсь что-то для вас записать новое. Место для меня такое отдаленное, поэтому когда я тут для вас что-то записываю, тоже открываю для себя разные интересности. Вот видите, обычно опять типа поверхова будівля, и вот на втором этаже у нас некоторые люди устраивают себе даже стены в флаге Украины. Судя по карте, по гугловской карте, слева у нас школа, какая-то школа и небольшой стадион. За ней идет трасса, справа вот такие вот огромные дома-муравейники. А по центру я даже не знаю, что это за поле непонятного желтого цветения. Те, кто не хотят, чтобы тут ездили автомобили, решили вот так вот с ними бороться. Видите, вкопали. Ну и это правильно, потому что, кстати, друзья, я вам скажу, вот смотрите по карте, это место проездное, то есть для автомобилей тут есть возможность проехать оттуда и за мою спину. Якобы есть возможность проехать, но по факту и вот там вот сейчас мы дойдем спереди, накопано, набросано каких-то пней. И вот машина только что, видите, доехала, развернулась и поехала обратно. Это школа, поэтому ездить вот по этому тротуарчику, вот по этому, наверное, как-то совсем не фэншуй. Хотя, с другой стороны, я вот хочу посмотреть с другой стороны, там вроде бы как проезд есть, но мне кажется, он куда-то попадает в тупик. Очень много в Киеве домов вот такого вот плана, которые недостроены, очень много. Вот один, второй, третий. Вот этот зелененький, судя по занавескам на некоторых этажах, они жилые, но как-то странно это выглядит, что полдома жилой, полдома недостроенный. Почему не достраиваются дома? Да потому что застройщики, которые просто набирают денег, потом или на них открывают какие-то дела, или они просто исчезают, испаряются в краинах Европы с этими самыми деньгами, и потом что хочешь, так и ищи. Вот интересные граффити, такая свинка, хрюшка в фиалковом каком-то поле и собачка. Интересно, очень красиво, симпатично. В отличие от разного рода граффити, которые просто, ну, на мой взгляд, только портят изображение, они приносят, ну, хоть какую-то радость. Возможно, это нарисовала сама школа. Да, вот там вот детки сейчас где играют, возможно, нарисовала сама школа. Вот автомобиль тоже, видите, пытается прорваться, пробурить себе путь, дорогу к своему светлому будущему. И судя, друзья, по вытоптанной траве, выезженной, можно так сказать, да, траве, вот посмотрите, я не думаю, что эту траву просто перелопатили люди. Скорее всего, это дело рук автомобилей. И когда она тут вырастет снова, очень и очень, я думаю, что не скоро. Вот так вот, таким образом можно объехать. Видите, то есть человек объезжает там, проезжает, поднимает пыль от всех, кто проходит мимо людей, потом дальше поворачивает направо и потом уже едет туда наверх. Негативно отношусь к обочечникам, которые, ради бога, пусть они хоть ездят там, хоть караваном, но когда мимо тебя проезжает летом, да, по обочине автомобиль, а обочины, как правило, они отличаются от асфальта, то
если у тебя в машине там нет кондиционера, такое, ну, у большинства, некоторые просто не включают кондиционер, а просто приоткрывают окна, то вот представьте, обочечник, проносящийся по обочине, он же король, он король всея мира. Он проносится на таких скоростях, что вся эта пыль, весь этот песок залетает просто как в какую-то турбулентную воронку к автомобилям в открытые окна. Поэтому основная, я бы даже сказал, проблема обочечников — это не то, что меня жаба давит, да, что они проедут на какие-то пару минут быстрее. Все равно их там потом не будут пропускать, они будут вклиниваться. А в том, что ты дышишь, даже при открытых окнах, вентилятор же в машине для кондиционера всасывает воздух и охлаждает его. А вообще, друзья, очень странно, что власти, дорожные службы и тому подобное, они не прислушиваются, даже не хотят видеть проблему своего места, своей локации, своего района. Вот посмотрите, вот в чем сложность, скажите мне, пожалуйста, сделать минимальную какую-то гравийную, пусть даже не асфальтированную дорогу для удобства этих же самых жильцов, для удобства жильцов вот в тех домах, потому что тут я посмотрел по карте, чтобы, допустим, подъехать вот к той опоре или вот к тому дому, тут нужно такой крюк извернуться сделать. Место есть, тут не озеро, тут не какие-то проблемные, да, там, участки. Люди все равно тут едут, доезжают до будки, сворачивают влево и поехали вверх. Но это то же самое, знаете, что с дорожками в парках, с дорожками в каких-то скверах, когда человек идет и, поворачивая направо, допустим, да, начинают вытаптывать по траве вот эту дорожку, потому что ему нужно срезать, потому что ему, ну, вообще не алё обходить круг, чтобы, допустим, потом возвращаться вот туда вот куда-то на троллейбусную остановку. Правильно? Правильно. Сказал Паша и пошел по грунтовой дорожке. Минутка лайфхака от Паши. Смотрите, автомойка, да? Видите, автомойка вон там вот. А что вы видите справа от автомойки? Висит ковер. Представьте, друзья, автомойки моют ковры. Я для себя вот эту вот фишку открыл совсем недавно. И вместо того, чтобы драить ковры дома, если у вас есть таковой, на стене, на полу или даже на потолке, вы можете его просто в ближайшую автомойку притащить. Если у них даже такой опции нету в прейскуранте, вы можете попросить и спросить, сколько это будет стоить. Да, это зачастую дороже, чем помыть автомобиль, потому что это долго. Он сушится не каким-то, да, там феном, а он сушится прямо на солнце. Но результат, он, конечно же, намного лучше, чем вы будете драить просто щеткой в своей квартире. Друзья, я в одном из прошлых видео спрашивал вас, а стоит ли мне разбавить контент и добавить рубрику о столовках, да, потому что рестораны, они ресторанами, кафе кафешками, а вот посетить столовку, вот такую вот, знаете, эсеровскую, вот совдеповскую, я думаю, что было бы очень и очень круто. Вы, некоторые сказали, изъявили желание, что да, давай посмотрим, посетим, а некоторые просто промолчали. Я поэтому спрашиваю вас еще раз, хотите ли вы, чтобы я вел новую рубрику о едальнях, о СССРовских едальнях города Киева? Давайте просто для затравочки зайдем и посмотрим, как она у нас выглядит. График работы, видите, с 8 до 18, не будем мешать. Просто посмотрим цены. Вот тут, наверное, в проходик. Вот такие вот у нас цены. Перші страви 40 гривен, суп гороховый. Борщик 40 гривен 500 грамм. Борщ зеленый 40 гривен 500. Ну, 500 это реально, я не знаю, ведро. Суп с грибами 40, солянка 40, сметана 20 грамм 2 гривны. Из второго выпечка, да, пицца 25 гривен 100 грамм. Запеканка сырная 32 гривны. Рулеты 30 гривен. Едальня работает каждый день с 8 до 18. Вот такая вот красота. Посмотрите, салатики,
Это печёночный у нас салатик. Такие большие булочки вкусные. Мяско с вкусним. Для себе, щоб розуміти, що тут у вас є. Скільки оце стоїть? Підскажіть, будь ласка, яйця. 37. 37, дякую. Я просто проходив мимо, думаю, зайду, подивлюсь, бо цікаво. Ось такі от у нас рулетики. А томатний сік в яку ціну? Маленький 27, великий 30. Ага, дякую. Дякую, дуже у вас так смачно все виглядає, пахне. Можете покушати, приходьте. Дякую, У нас дякую. все смачно. Та я бачу, у вас людей ще не обідня перерва, а вже все майже зайнято. Дякую, дякую. Вот, видите, все по-домашнему, такие часики под кондиционером. Очень вкусно выглядит и очень вкусно пахнет. Не, честно, вот без преувеличения, без каких-либо накруток, вот такие вот домашние столовки, такие вот домашние повара, я не знаю, обслуживающие администрации, обслуживающие бабушки, тетеньки, они вызывают у меня восхищение, потому что это история, это реально, вот, это не только красиво выглядит, но и это еще просто может в формате экскурсий у людей вызывать такие положительные эмоции. Кстати, друзья, вот по поводу там литража, да, там почти все первые блюда, они по 500 миллилитров. 500 миллилитров, но это реально корыто, потому что, ну 500, вы представьте, 500. То есть если в обычной кафешке, в обычном каком-то ресторане у вас первое блюдо будет, ну порядка, наверное, 300, где-то 350, 300-350, и это, в принципе, в одно лицо нормально, то тут 500, друзья. То есть это или вы покупаете просто первое блюдо, и все, или вы очень голодный большой мужичок, чтобы заказать и первое, и второе, и компот, или вы просто можете разделить, а это можно в таких кафешках, вы можете просто попросить полпорции. То есть у вас будет не 500 за 40 гривен борщику, да, или соляночки, а у вас будет 250 миллилитров за 20 гривен. Друзья, вы последний раз когда видели цену на, допустим, киевский борщ? Настоящий киевский борщ, где, я думаю, что тут не экономят. Тут свои для своих, потому что это, я не знаю, что это за место. Вот я вставлю вам подсказочку с названия. И тут, по сути, готовят свои для своих. Это не для туристов, это не центр Киева. Поэтому тут, скорее всего, все по фэншую делается и готовится. 20 гривен, допустим, за 250 миллилитров. Вы такое видали? А 20 гривен, на минуточку, это если посчитать, это, ну, делите на 39, получите в долларах, делите на 40, получите в евро. 20 гривен, это что это у нас? 50 центов, да? Правильно? Даже меньше $1. Я уж молчу, где в Европах вы сможете за 50 центов отведать какое-то первое блюдо. Такого, наверное, не бывает. Вот там вот вдалеке у нас виднеется желтая крыша домов. Если вы присмотритесь, там их множество. Это Комфорт Таун. Комфорт Таун в Киеве. Вот так вот я вам преувеличу. Вон там вот видите домики. Люди, которые там проживают, разделились на два лагеря. Одним там нравится, вторым не очень. Так, друзья, я сделал небольшой такой вот крюк, небольшой крюк, и показал вам кусочек спального района в городе Киеве. Если вы хотите не пропускать мои видео, обязательно подписывайтесь, обязательно комментируйте, обязательно давайте обратную связь и поддерживайте развитие канала всеми возможными способами. Буду очень благодарен. Ну и, конечно же, я выражаю каждому из вас респектос
за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы уделяете время на просмотр видео. До новых встреч в новых видосах. Всем пока.